Привет. Ну, вот, наконец, мы собрались рассказать про это замечательное место. Это Алексей, у нас основатель замечательного бара «Паранойя». Очень знаковое место. Сегодня мы будем про него рассказывать, то есть про него как раз показывать. Что «Паранойя» в карантин носила статус желанного запретного места Казани. В клуб «Мудоражил умы» и создавал флер загадочности. И, собственно, первый вопрос вообще, с чего началось? Потому что я такую историю слышал там про диван. Что, с дивана все началось? Немного не с дивана все началось. Все началось с того, что это был февраль холодный 2021 года. Здесь были вот такие сугробы. И мы, собственно, увидели это помещение, просто пришли через охрану, познакомились и сняли его. Ну, потому что здесь отличная локация. Старинная, да, старинная локация, свой двор. Ну, давай пройдем, что ли? Пойдемте. Совсем скоро этот бар будет закрыт, да? Мы наконец-то закрываем его уже много лет, по-моему, это уже третья попытка закрытия, и я думаю, она уже финальная. Буквально 2 недели осталось, и у всех желающих есть возможность будет прийти и, так сказать, попрощаться с этой локацией, потому что здесь в скором времени появится что-то новое. Большая потеря, конечно, для города Казани, потому что я вот сюда ходил, начиная как раз, по-моему, с 21 года, то есть и поэтому все это видел. Очень яркое, конечно, место. Так, кстати, а двор же не всегда так выглядел, его пришлось какое-то время немножко переделывать, насколько я помню, даже тут по-другому, по-моему, был, поддоны, что ли? Вообще ничего не было раньше, вообще ничего не было, как опять же скажу, был снег, мы все это откопали, вот, ну и начали собирать потихоньку, просто вот привезли щебень, привезли доски и собрали этот дворик небольшой, комфортный. Здесь у нас еще самое старинное из сохранившихся кирпичных зданий города Казань, дом купца Михляева, по-моему, ему уже около более... но виды шикарные. Так сказать, у Бога за пазухой, как говорится. Да. А это, кстати, тот самый легендарный диван-то? Это тот самый легендарный диван, да, с которым все фоткались. Который на улице стоял даже? Да, который вы носили даже на вечеринках. Да, но тут еще вечеринка вот до туда, по-моему, да, проходила? То есть, да, там у нас на нижнем ярусе был танцпол. Вот, сейчас там уже реставрационные, реконструкционные работы идут полным ходом, и так что все это будет уже переделываться, все будет совершенно по-другому. Собственно, вот мы так же мы зашли в эту дверь, и здесь так и было написано «Паранойя». Старыми такими буквами, да, как бы клеевыми, да, потому что там, очевидно, на них были непосредственно сами буквы отодрали, остались только следы от клея, да. Мы посмотрели, подумали, что, хорошее название. Так и появилось название «Паранойя». Да, отличное название, оставляем. Да, здесь была раньше квест-комната «Паранойя». Что-то такое. Там кабинет Сталина, что-то подобное. Да, помещение было распилено на много комнат, чтобы можно было ходить как по лабиринту. Вот, мы половину стен, конечно же, снесли для того, чтобы больше пространства было, но также и оставили вот этот элемент лабиринта. Так, и тут у нас какая-то немножко даже домашняя обстановка, ковры. Домашняя обстановка, да, ковры моей уже покойной бабушки, которая как раз-таки вот была одним из венчурных инвесторов нашего проекта. Ковры от бабушки, без них никак нельзя. Да, без этого вообще никак. Тоже вся мебель, что откуда, из разных заведений, там что-то нам пожертвовали, так сказать, из наших дружественных заведений какую-то мебель. Барную стойку мы делали сами. Это была первая, по-моему, такая столешница бетонная. Она пошла немного не по плану, поэтому мы ее еще доводили до ума при помощи эпоксидки и различных цветовых, красочных решений.
Ну, то ты не скажешь, что это как будто делалось нарочно, это прям как будто так и было. Ну, так и получилось, да. Так да, естественно такое. Да. Кстати, а картина? Картина, знаменитая картина, Видеокартина? которая полностью была нарисована женскими частями тела. Вот, собственно. Ну, там говорили, что на какое-то время она пропадала из бара, потом вернулась. Да, мы ее сперва разыграли, потом обратно выкупили, вот, и повесили, так сказать, на место. Она не как- выкупили, обменяли на другую картину. А тут, кстати, еще, по-моему, висел этот, как его, Око Саурона. Око Саурона было приобретено его- Германом, да, он купил его. У нас несколько картин, они до сих пор висят, здесь продаются, то есть можно пройти по QR-коду и приобрести, напрямую связаться там уже с художником и оплатить ее. Ну, такое еще, как получается, немножко галерея. То есть Такая достаточно, да, арт-пространство, где вот можно так проявлять свои творческие начала, все верно. Первый раз, второй, третий раз. Кстати, музыка изначально же только диджейская, там только хаус, по-моему, что был. Вот. По-разному. Разные мероприятия, разные диджеи, разный формат, разные концепции, разная музыка. Да, но в основном, конечно же, да, это танцевальный хаус, что-нибудь такое. Да, и техно, да, по-моему, хаус. Техно, много электронной музыки, немножечко, так сказать, популярной, немножечко коммерческой. Вот все, стандартный набор достаточно. Много, так сказать, новых имен открылось. А когда, здесь. кстати, вот живая музыка появилась, там еще теперь, по-моему, певцы появились, там кто там, Ренат? Живая музыка появилась в 2022 году, да. Мы начали плотно сотрудничать с Джонатаном, который как раз возглавляет группу Барадж, это татарская фолк-метал группа. Да, вот. И с его помощью у нас на регулярной основе начали происходить различные гиги, концерты, джемы, да. Такая прям своя атмосфера, причем вот этих джемов там самые, наверное, такие, как сказать, отвязные были. Да. Очень много фристайла было и очень много запланировано каких-то таких мероприятий. Так, а товарищ Миниханова, Рената, я имею в виду, вспомним. Да. Он же там тоже, он же даже, по-моему, до Джонатана еще начал тут как самостоятельно вот петь. Как-то вот, я не знаю, по-моему, примерно в один период это все появилось. Он же как резидент был? Да, он наш друг, вот, можно сказать, назвать это резидентом, Нет, наверное. просто я помню, там, сегодня сольный концерт Рената, потом сольный концерт Рената. У него был запал делать концерт вот так вот, на такой вот, с такой частотой, видимо, нужно было то ли отрабатывать материал, либо как. И нормально собирали, да.
22 году, это же, когда вот поговорка-то появилась? Паранойя царит хаос. Это из-за хаоса? Паранойя царит хаос. Ну, здесь вообще вся система — это такой управляемый хаос, управляемая анархия, мы это называем. Вот, когда вот все происходит само и растет органично, развивается. То есть само получается органично, то есть и как бы просто оно живое получается, да, все живое. Все. Да. И тут установочка, я так помню, немножечко менялась постоянно, периодически, да? Да, у нас несколько ремонтов было, происходило за все это время, то есть начиная от разбора и появления стен до, там, не знаю, как это, ну, регулярно. Секретный проход. Галерея. Да, еще одна галерея, тоже с некоторыми картинами, вот как раз тоже картина там Газинура с елкой домашней. Это вот тоже, как, не помню, как это, по-моему, Тед Сильвер, Артур. Вот эта картина с глазами. Это Водяной, по-моему, или кто-то такой. Собственно, знаменитая комната стендапа. И знаменитые картины. Потому что помню, что картины, вот эти, по-моему, одни из первых, да? Ну, вот эти картины мы рисовали уже в 23-й, какой сейчас? 23-м, это уже, по-моему, в 23-м году. А первые какие были? И те, которые рисовались. там? Ой, я уже сейчас. Первая, по-моему, вот была та, которая как раз с частями тела. Одна из первых. Да, и она уходила, возвращалась. А это что был, кстати, розыгрыш, то есть, а розыгрыши, кстати, после этого повторялись, то есть такие? С картинами нет, мы больше искусство не разыгрывали. А вот это, кстати, это тоже с 23 года? Это 21 год, это нарисовали ребята, питерские, по-моему, московские художники, которые в том числе делают там обложки для различных там популярных музыкантов, там и какие там коллекции одежды. Да, это Шуля, по-моему, был. И его товарищ, я уже не помню, Артем или Артем, по-моему, как. Ну ладно, там подумал дальше. Да, ну тут еще хотел вспомнить 21 год, там же такое одно из самых первых ярких мероприятий, которое такое, можно сказать, сколыхнуло, когда в городе был фестиваль барной жизни, в котором вы вроде как не участвовали сначала, а потом все пришли к вам сюда. И тогда дверь, по-моему, даже выломали в входе. Это была вас, по-моему, дверь, когда нам дверь выломали, потому что было очень много народу. Очень много людей приехало вообще в Казань со всей России. Это его организатор Аваза. Организатор Аваза тоже, да, сперва не планировали нас использовать как площадку. В итоге оказалось так, что мы практически там чуть ли не единственные, кто работает после 11 в этот коронавирус. И наша площадка была использована именно как под автопати. Пришло очень много людей, потому что у нас тоже была крутая программа, выступала группа «Что нового?». И вот под это все очень много людей, они просто не могли уже сюда попасть, был перегруз, там более 300-500 человек, там типа такого было. Вот мы даже там сняли одну стену на улице, и люди просто расположились там где-то вот во дворе. Ну, как паранойя царит хаос. Вот тогда, вот, можно сказать, впервые это, так сказать, сыграло. Да, тогда мы прям так почувствовали это. А барный фестиваль, он уже проходил, по-моему, где-то под конец лета. И да, и одна из вечеринок плановых по этому фестивалю, да, проходил у нас здесь со всеми барными деятелями, которые съехались у нас в город. Да. Ну и сейчас мы уже подходим, что у нас постепенно, сейчас уже даже, по-моему, кстати, живых вот джемов не проводилось в этом году, да? Или были? Были. Что-то я там не заставал. По-любому какие-то музыкальные мероприятия были. Конкретно джемы нет, но... Ну уже не так, точно. Уже не с такой частотой, да, согласен. Сейчас уже, наверное, вот такую какую-то частоту занял стендап. Вот. Там самое такое регулярное стендап. Это старая надпись или новая? Это по-моему, новая.
Кстати, про вывеску. У вас же очень долго, насколько помню, не было ни вывески, вообще ничего. И даже на Яндекс.Картах у вас не было. И это была такая вот даже... При этом все равно народу было очень много. Да. Ну, потому что на Яндекс.Карты потом сами нас как куда-то добавили. Без, ну, так сказать, без нашего ведома, да, просто потому что, ну, сюда уже поток людей пошел, и как-то там нейросеть все сгенерировала. Все равно сам Яндекс, короче, обозвал, да? Так, ну и мы подходим к этому году, к теме закрытия. Да. Это уже не первая же, я так понимаю, попытка закрыть? Ну, по-моему, нет, по-моему, это уже, по-моему, третья попытка закрытия. Первая попытка была в январе 2022 года, когда вот мы как раз сидели уже без алкогольной лицензии, были очень низкие выручки, холодная зима, вот. Но в итоге, так сказать, при помощи наших партнеров они нам помогли и, так сказать, и дали немножечко денег. Мы там все это собрались, чуть-чуть перекрыли долги, сделали лицензию и начали работать, как было уже наверное, к середине марта. То есть мы открылись, мы где-то 1,5 месяца не работали, здесь провели какие-то небольшие работы, тоже косметические. И вот где-то в середине марта запустились заново 2022 года. Потом вторая попытка закрыть у нас произошла вот как раз совсем недавно, месяца 2 назад, когда хотели выкупить помещение, пришел покупатель на это новое помещение. Вот, но что-то у них там сделка не сошлась, не срослось. Мы действительно, у нас была информация о том, что нам необходимо будет съехать 8 августа. Вот, ну и как там не срослось, в итоге мы вот приняли решение докатать вот этот сезон и дальше уже, так сказать, закрыться окончательно, потому что ну, изменился собственник у здания, изменились условия аренды, и по этим новым условиям, так сказать, та действующая финмодель, которая у нас, вот, с которой мы работали, она оказалась нерелевантной, и то есть нам необходим, ну, на данный момент нам необходимы тут здесь капитальные изменения, да, капитальные изменения требуют капитальных вложений для того, чтобы увеличить и посадочные места, и средний чек, и косметический ремонт, вот, но на данный момент такой возможности, ну, конкретно сейчас такой возможности нет, потому что все это время мы просто все, что зарабатывали, условно говоря, за летний период, за зимний период оно сжиралось. Зимой, конечно, ну там как-то можно, затянув пояса, прожить, но все равно то, что за лето мы зарабатывали, оно туда и такая тратится. была чисто идейная, можно сказать, все 3 года история. Все 3 года вообще чисто идейно. Посидеть на диванах, насладиться атмосферой, поскакать на танцполе. А еще же клуб полуночников же, как обычно, паранойя начиналась в полночь, самое главное. Обычно паранойя начиналась, да, в вечернее время, в вечерне-ночное. И до самого утра. Да. Надеемся, что все-таки что-то подобное, хотя бы дух где-нибудь возродится этого замечательного места, потому что потеря, еще раз, для Казани, наверное, 2020-2021 года Коронная была таким очень ярким местом, без которого даже представить карту ночной жизни тяжело. У нас вот этого нет теперь. Будет. Да, все, то есть, будет. То есть возродиться как Феникс? Будет, конечно. Ладно, да. Удачи вам, спасибо вам большое за интервью. Все, спасибо. Пока.